Всем здравствуйте! Сегодня хочу предложить вам связать вот таких красивых зайчиков. Вот они такие праздничные. Такого зайчика с цветочком можно связать на подарок к 8 марта и не только. Можно вязать на любой праздник. Вот они с такими цветочками. Также самостоятельно стоят. Сейчас этих положу и покажу вам поближе зайчика. Вот, смотрите, это цельно вязаный зайчик. Мы начинаем вязать его снизу, вывязываем ножки, хвостик, далее вяжем туловище. Одновременно вывязываем вот такой цветочек, вывязываем ручки, далее вяжем голову. Это одна деталь. И отдельно вывязываем и пришиваем вот эти ушки. И делаем утяжку вот для глазиков на мордочке. И получается вот такой очень красивый зайка. Такой праздничный, с цветочком. И отдельно вышиваем вот стебелечек с листочками, с листиками. Как вы видите, игрушка небольшая, она помещается вот в руке. И теперь покажу по сантиметрам. Без учета ушек получается 9 сантиметров. Игрушка небольшая, расход пряжи тоже небольшой. И такого зайчика можно связать очень быстро, так как здесь пришивные только ушки, а все остальное вывязывается по ходу вязания. Давайте вместе с вами свяжем вот такую красоту. Для зайчика я буду использовать плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров. И крючок возьму 4 миллиметра. Начинаем вязать снизу вверх. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В первом ряду 8 столбиков. Второй ряд. В каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Получилось 16 столбиков. Третий ряд. 2 столбика, 1, 2. Теперь вывязываем ножку из пышных столбиков. 4 пышных столбика, 1, 2, 3, 4. 4 столбика с накидом провязываем с одной общей вершиной. Это первая ножка. Теперь 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Вторая ножка. Снова 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4 и одна общая вершина.
Это вторая ножка. Далее 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь хвостик. Снова 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. И одна общая вершина. И довязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Количество столбиков не поменялось, 16. Теперь 4 и 5 ряды вяжем по 16 столбиков. И вот провязали 4 и 5 ряды по 16 столбиков. Теперь 6 ряд. В этом ряду начнем вывязывать лепестки у цветочка. 3 столбика без накида. 1, 2, 3 не до конца. Беру цвет лепестка. И провязываем 3 столбика с накидом. 2, 3 и с одной общей вершиной. И завершаем основным цветом. Теперь 1 столбик без накида, не до конца. Снова берем цвет лепестка. 3 столбика с накидом. 2, 3 и с общей вершиной. Меняем цвет на основной. И довязываем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Так. И вот что получается. Эти лепестки располагаются посередине. Вот. Далее 7 ряд. Начинаем вязать основным цветом. 3 столбика. 1, 2, 3 не до конца. Переходим на цвет лепестка и вывязываем лепесток. 3 столбика с накидом. 2, 3, одна общая вершина, но меняем цвет на цвет серединки цветочка. Снова 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. И общая вершина. Меняем цвет на цвет лепестка. Лепесток тоже 3 столбика с накидом. 1, 2, 3
общая вершина, меняем цвет на цвет тела, основной цвет, и довязываем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Теперь желтую пряжу отрезаем и связываем на 2 узелка. Вот что получается. 8 ряд. В этом ряду заканчиваем вывязывание цветочка и вывязываем ручки. 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Теперь вывязываем ручку. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И ее нужно присоединить вот внизу возле цветочка. Вот. За столбики делаем вот такую соединительную петлю. Вот мы присоединили ручку, сделали так, вот присоединили, петельку не вытянула, сделали воздушную петлю для подъема, и теперь по цепочке из воздушных петель нужно провязать столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И в последнюю воздушную петлю я делаю соединительную петлю. Вот такая получилась ручка. Далее продолжаем вязать цветом тела. В лепесточек провязываем вот столбик без накида, но завершаем его цветом цветочка. И над серединкой вывязываем еще один лепесточек, 5. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И общая вершина. Снова переходим на основной цвет и вяжем столбики без накида. 1, 2, 3. Теперь здесь нужно вывязать вторую такую же ручку. Цепочка из 6 воздушных петель. Эту ниточку можно отрезать, чтобы не мешала. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И тоже ее присоединяем внизу возле лепесточка. Соединительной петлей. Так, присоединили. Сделали воздушную петлю для подъема. И вяжем по цепочке из воздушных петель 1 столбик без накида, 2, 3, 4, 5 и в последнюю воздушную петлю соединительный столбик. И продолжаем вязать 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Так, ручку поправим. Вот как получается. Немного наполняем наполнителем. И 9 ряд. Здесь вяжем убавку и 2 столбика. Убавка. 1. Ручку опускаем. Следующий столбик 2. Так довязываем до конца ряда, и в конце 9 ряда будет 12 столбиков. 10 ряд, 12 прибавок. Из каждого столбика вывязываем по прибавке. Так довязываем до конца ряда. В конце 10 ряда 24 столбика. И 11, 12 ряды тоже провязали по 24 столбика. Теперь переходим на 13 ряд. 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. После 6 столбиков убавка. Так повторяем 3 раза, и в конце 13 ряда 21 столбик. 14 ряд, 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Убавка. Повторяем так 3 раза. В конце 14 ряда 18 столбиков. Я вставила глазки на безопасном креплении. Они 10 мм, расположены между 13 и 14 рядами и между 3 столбика. Переходим на 15 ряд. Провязываем 1 столбик и убавка. Повторяем так 6 раз, и в конце ряда получится 12 столбиков. И берем наполнитель, наполняем наполнителем. 16 ряд, 6 убавлений подряд. И теперь вот сверху прячем дырочку за передние стенки каждого столбика. Затянули. Вкалываем в середину и выводим ниточку сбоку. Вот что получается. Сделаем утяжку. Я беру полухлопковую пряжу, прокалываю вот внизу головы, вывожу в уголочек глазика. Переходим на второй уголочек этого же глазика. И через один столбик вывожу ниточку. Точно так же делаем со вторым глазом. Теперь берем эти ниточки, подтягиваем и завязываем на узелок. 1. Переходим на второй глаз. Смотрим, чтобы утяжка была одинаковая, и завязываем по второму узелку. Прячем эти ниточки вовнутрь изделия. Свяжем ушки. Набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида. Хвостик этот ввязываем. Второй столбик без накида. Теперь один полустолбик с накидом.
последнюю воздушную петлю 5 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Еще один полустолбик с накидом в следующую воздушную петлю и 2 столбика без накида. 1 и 2. Вот получилось такое ушко. Оставляем хвостик для пришивания. И второе ушко точно такое же вяжем самостоятельно. И теперь вот берем одно ушко и будем пришивать. Можно вот так пришивать, можно взять 2 ушка рядышком и вот так близко пришить. Это уже по вашему желанию. Я буду пришивать вот так ровно ушко. Вот за столбики на голове. Ушко так подтянули. Теперь за столбики на ушке. Снова за столбики на голове и за ушко. Ниточку подтягиваем. Можно делать узелок, брать второе ушко и пришивать второе ушко точно так же. Вот получается такой зайка с пришитыми ушками. Теперь вышьем носик. Так, внизу делаем вот такой стежок, оставляем ниточку, такой вот хвостик. Теперь поправили и вышиваем, вот делаем носик несколько стежков. Так, поправим. 1, 2, 3 и вот 4. Выводим ниточку вниз, делаем узелок и прячем эти хвостики. И теперь вот берем зеленую пряжу и будем вышивать стебелек. Оставили так небольшой хвостик. И теперь делаем лепесточки. Вот так. Так, сюда. И вот так. Выводим сюда вот так ниточку внизу. Завязываем на узелочек и прячем вовнутрь изделия. И вот получился такой зайчик. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!